Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Тарик закрывает лицо барана подушкой, чтобы задушить его. Но когда баран не отвечает, он отдергивает ее, медленно откладывает подушку и уходит. Баран открывает глаза и видит, что это он. Когда господин Дилан и Кудрет приходят, как Тарик, и говорят, что баран Тарик был здесь, Дилан удивляется и говорит, что они его не видели. Было необходимо что-то изменить с бараном Тариком. Когда я говорю, давай поговорим об этом с тобой, отец, говорит господин Кудрет, расслабься, сынок, мы с этим справимся. Когда Баран хочет выписаться, Дилан больше не может сопротивляться. Когда господин Кудрет уходит, Дилан говорит, что беспокоится, что я буду чувствовать себя неловко из-за того, что вы так торопитесь. Когда Баран говорит, что с ним все в порядке и ему не о чем беспокоиться, он уходит, чтобы сообщить об этом людям в особняке. Когда Дилан сообщает об этом Гэже Азаде, она сразу же просит Гэжу Хасиби приготовить хороший суп на костном бульоне, а также приготовить красивый стол. Когда я спрашиваю, поедет ли с нами мой дядя Чинар Баран, госпожа Азади приходит и говорит: «Сын мой, мы всегда будем здесь вместе, мой добросердечный сын». Она идет на кухню, чтобы помочь в готовке моего сына. Когда Чинар собиралась уйти, чтобы я мог приложить к этому руку, госпожа Хаджер отругала ее и сказала: «Что ты делаешь? Ты знаешь, что произойдет, если ты выйдешь из комнаты до вечера, когда придут Дилан и Баран». Она отправляет его в свою комнату, чтобы он не бродил. Тарик идет на море и размышляет. С одной стороны, он вспоминает, как Чинар обнимал его и говорил: «Я мой отец-герой», а с другой стороны, он вспоминает, как госпожа Хаджер кричала: «Ты сделаешь все, что потребуется, ты сделаешь все возможное. Пролей кровь, если необходимо, ты меня услышал». Дилан и Баран приходят в особняк вместе с Акифом и мистером Кудретом. Чинар наблюдает за их прибытием из своего окна и не может подойти к ним. В то время как все приветствуют их у дверей и желают им всего наилучшего, Джейда говорит: «Да ладно, с тобой снова все в порядке, на этот раз ты справился с этим, я имею в виду, выздоравливай скорее». Когда Тарик сказал: «Надеюсь, ты выздоровел, ты в порядке, я тебя видел», Баран ответил: «Спасибо, я видел тебя сегодня утром, ты выходил из моей комнаты, когда я открыл глаза». Тарик говорит: «Я хотел тебя увидеть, но ты спал, я подождал и вернулся, когда ты не проснулся». Когда Баран не видит Чинара, он спрашивает, где он, Джейда, и Хаджер говорит, что он спит. Он говорит, что госпожа Азади на самом деле все время спрашивала о вас, она была очень взволнована, когда они придут. В этот момент Баран увидел, что Чинар смотрит на них из окна, и они помахали друг другу, думая, что он проснулся. Когда Чинар подбегает к ним и спрашивает дядю Барана: «Добро пожаловать, с тобой все в порядке?», Баран наклоняется рядом с ним и спрашивает: «Можно ли увидеть тебя и не быть в порядке?». Дилан говорит Барану: «Ты долго не спал, давай, отдохни немного, а потом поговорим». Когда Чинар держит Барана за руку и спрашивает Тарика: «Папа, можно мне тоже пойти?», Тарик говорит, что ты можешь идти. Хаджер Ханем, Джейда и Тарик остаются одни после того, как все вошли. В то время как Тарик говорит Гэже Хаджер: «Мама, я поговорю с тобой кое о чем», он говорит Джейде: «Я поговорю с моей матерью наедине». Джейда расстраивается из-за этой ситуации, говорит: «Говорите хорошо, говорите о том, о чем хотите», и заходит внутрь. Пока Баран лежит на кровати, Чинар и Дилан помогают ему. Как только Баран устраивается в постели и просит у Дилана его компьютер, Чинар и Дилан одновременно отказываются. Когда Баран говорит, что вы хорошая пара, но мне не нравится, что вы используете это против меня, Дилан говорит, что он не против вас, для вас сегодня нет дела. Выходя из комнаты, Дилан поручает Барана Чинару и говорит ему не оставаться в постели, ты знаешь, что делать, если он захочет встать. Когда госпожа Хаджер спрашивает, почему Баран все еще дышит, ты меня разочаровал, ты забыл, через что тебе пришлось пройти, Тарик злится и говорит нет. Когда он говорит, что не смог убить Барана, но теперь будет сожалеть о том, что живет, госпожа Хаджер не верит ему и говорит: «Я завершу то, что ты оставил незавершенным». Тарик говорит: «Не будь матерью, мы будем терпеливы, я знаю, что делать, не используй Чинар как инструмент для выражения своего гнева».
Когда Джейда слышит их разговор, она встает на пути Тарика и спрашивает, собираешься ли ты убить барана собственными руками, но не получает ответа. Когда госпожа Хаджера остается одна, она говорит, если бы это зависело от вас, мы бы собрали все наши вещи и уехали, но я не собираюсь никуда идти. Когда Чинар говорит барану, я очень боялся, что ты пойдешь в Миран, потому что ты не сможешь вернуться оттуда. Могли бы тебя снова застрелить. Мой отец обещал защитить тебя, говорит баран. Не бойся, ничего подобного больше не повторится, но не говори об этом Дилану, между нами все в порядке. Когда Дилан приходит к ним с подносом с тем, что приготовила госпожа Азади, она говорит, что дядя Чинар баран вообще не двинулся с места. Дилан говорит, что ты как будто что-то делаешь за моей спиной, но я не буду беспокоиться, теперь все вроде хорошо, и они поладили с Чинаром. Затем Чинар и Дилан кормят барана едой из рук. Баран делит с ними хлеб, который держит в руке, и кормит их из руки. Они укладывают барана спать, а затем Чинар проверяет, нет ли у него температуры. Пока он и Дилан сидят на диване и наблюдают за бараном, Дилан отсылает его, говоря, что ты слишком устал, пойди поужинай пораньше, а потом отдохни. Затем Дилан садится рядом с бараном и засыпает там. Когда она просыпается, баран все еще спит и лаская свои волосы, вспоминает момент, когда в нее стреляли, и расстраивается. Между тем, когда Берон просыпается, Дилан говорит, «Я пытаюсь держаться и быть сильным, но поверьте мне, это очень сложно, никто, прошедший испытания со стороны своих близких, не сможет остаться сильным в этой жизни». Баран встает, садится и говорит, что ты очень сильный, у каждого в жизни могут быть такие проблемы. Дилан говорит, «Хорошо, я принимаю это, но я не могу просто назвать это проблемой, у меня уже очень болит сердце, я не могу нести такое большое бремя». Когда Берон обнимает его и прижимает к груди, говоря «Я с тобой», Дилан обнимает его и целует в грудь. Когда Джейда спрашивает Тарика, «Как ты можешь думать об убийстве барана, и что будет с нами, если тебя поймают?» Тарик говорит, что этого достаточно, Джейда говорит, что ничего не произошло. Джейда говорит, «Я не понимаю вашего безрассудства, когда так много мужчин выполняют эту грязную работу». Сейчас он принимает иррациональные решения из-за обиды и ненависти. Когда Тарик просит Джейду не вмешиваться в это дело, Джейда злится и отворачивается, думая, «Я не буду вмешиваться, но это будет тебе во вред. Я единственный здесь, кто пытается защитить тебя. Кто знает, какие планы построила моя мать, пока мы лежим здесь». Пока госпожа Хаджер пьет фруктовый сок, она о чем-то думает и злобно улыбается. Пока Дилан и Баран говорят о Чинаре как об очень чистосердечном и вдумчивом ребенке, их дверь внезапно открывается и входит Чинар. Когда Дилан спрашивает, что случилось, с тобой все в порядке, Чинар говорит, мне приснился плохой сон, в моего дядю Барана стреляли, потом я позвонила ему, он не пришел, я сыграла колыбельную, тоже не помогло. Дилан говорит, что батарея разряжена, мы купим новую. Если бы Чинар был колыбельный, я бы не боялся. Мужчина не боялся. Говорит он и обнимает барана за шею. Дилан говорит, если хочешь, могу я спеть тебе эту колыбельную, садится на диван и ставит Чинара на колени. Пока она ласкает волосы Чинара и поет колыбельную, баран наблюдает за ними. В то время как Чинар сразу же засыпает, Дилан и баран встречаются лицом к лицу. Ипек обманывает Гэжу Айхан и отправляет ее в ее комнату, чтобы поговорить с отцом наедине. Затем он напоминает ей, что завтра день рождения моей тети, и просит ее тоже позвонить Айше. Но Акиф сказал, что у него есть работа, поэтому он закрывает эту тему. Баран обнимает Чинара и укладывает его в постель. Пока они с Диланом укладывали его спать и немного болтали, взгляд барана привлек картину, которую он нарисовал для Чинара на стене. Затем они вместе расходятся по своим комнатам. Дилан рассказывает о фонде по телефону, рассказывает ему о приоритетах и говорит, что Берон придет в фонд, когда выздоровеет. Когда она видит, что баран одевается и готовится, она ругает его за то, что он не отдыхает. Пока они с любовью смотрят друг на друга и расчесывают усы, барану звонит Акиф. Когда баран говорит Акифу пойти в кабинет навстречу «Я приду» и вешает трубку, Дилан говорит,
ты только что вышел из больницы, что это за встреча, я пожалуюсь на тебя Чинару. Когда Акиф встречает Берфина в саду особняка, Берфин спрашивает об Ипеке и Гэже Айхан и хочет поболтать. Когда Акиф прерывает разговор и уходит, говоря, что у него встреча с Бараном, Берфин расстраивается и говорит, что немедленно ушел. Потом он уходит сам и говорит, конечно, что ты сделал и чего ждешь. Баран говорит, что мы как семья, и говорит Тарику, хотя мы только что встретили тебя, ты относился ко мне как к Арабею. Спасибо. Я хочу, чтобы с этого момента ты взял на себя управление проектом Мардин. Пока госпожа Хасиби пьет кофе, она встречает Берфина. Когда Берфин берет у нее кофе и передает его Акифу, Акиф благодарит ее и уходит, не взяв его, говоря, что ему звонят, а Берфин смотрит ему вслед. Пока госпожа Азади дает Хасану лекарство, которое она специально для него приготовила, звонит ювелирный мастер и сообщает, что заказанные вами серьги готовы. Хотя госпожа Азади не помнит, глаза Хасана широко открываются. Пока Баран, Дилан и Чинар ведут любовные разговоры, Джейда слышит их и говорит Гэже Хаджер, «Мне слишком много любви, мама, дай мне подышать свежим воздухом». Пока Берфин ищет Акифа в саду особняка, ему звонит Ипек и говорит, что очень скучает по ней. «Сегодня день рождения у моей тети, я хочу сделать ей сюрприз, ты можешь мне помочь». Тем временем перед ним появляется Акиф, и ему звонит друг и сообщает, что Берфин уже 1,5 года находится в психиатрической больнице. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.